И снова здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики и просто случайные зрители моего канала. Мы с вами снова гуляем на берегу Нефритового залива. На немецком этот залив называется Яде. В прошлый раз мы с вами здесь были в конце января. Тогда лежал снег, а это начало февраля, и погода, как видите, уже совсем другая. Выдался теплый, почти солнечный денек между беспрерывными дождями. И мы сходили погулять по хорошей погоде. На этот раз мы начали свою прогулку от городка Цицилиенгроден, входящего в общину Занды. Здесь проложена ознакомительная тропа по Солончакам. Этот пешеходный мост ведет на 100 метров вглубь Солончаков. Вдоль него установлены таблички с информацией о растениях и живых обитателях Солончаков. В конце моста можно спуститься и пройти еще 300 метров до края илистой отмели. Соленый марш или прибрежный солончак также известен в регионе как Гроден. Отсюда и окончание в названии городка – Цицилиенгроден. Это прибрежная экосистема – приливное болото в прибрежной зоне между сушей и открытой соленой водой, которая регулярно затопляется приливами. Они образуют естественный переход и биологическую границу между сушей и морем. Здесь преобладают густые заросли солеустойчивых растений. Вообще обширные солончаки характеризуют Нефритовый залив. Это самый большой залив в национальном парке Ватовое море в Нижней Саксонии. Ватовое море Северного моря – это приливная зона площадью примерно 11,5 тысяч квадратных километров. Это илистое дно Северного моря, обнажающееся во время отлива, оно называется ватом. И это самое большое ватовое море в мире. Илистые отмели затопляются дважды в день во время прилива и снова пересыхают при отливе воды. И среднее время между приливом и отливом составляет около 6 часов 12 минут. Ватовое море – это еще очень молодая экосистема, она служит местом отдыха и источником пищи для многих птиц и рыб. Здесь обнаружено более 10 тысяч различных видов животных и растений, так что это довольно обитаемая среда, хотя она такое и не выглядит на первый взгляд. Ватовое море у побережья Северного моря в Нижней Саксонии охраняется как национальный парк с 1986 года. Его площадь составляет 3450 километров квадратных. Это второй по величине национальный парк Германии. Это одновременно биосферный заповедник ЮНЕСКО и часть всемирного наследия ЮНЕСКО. Это не единственный национальный парк на Ватовом море. Только в Германии здесь 3 парка – Нижнесаксонский, Гамбургский и Шлезвиг-Гольштейнский национальные парки. Национальный парк Ватовое море Нижней Саксонии граничит с территорией голландских ватов на западе и национальным парком Гамбургское Ватовое море на востоке. Национальный парк начинается у побережья, обращенного к морю подножия дамбы, и дальше Ватовое море включает Восточно-Фрисские острова, а также морские акватории вокруг островов. 40% от общей площади парка занимает Ват. 54,5% это вода, и остальные 5,5% это вот берег материка и острова. Ты знаешь, Мы с вами дошли наши коллеги нам не сказали, что надо одевать до галоши. края моста, но дальше мы не пошли, так как после наших затяжных дождей даже сверху на дамбе грязно и скользко, как на болоте. Что же говорить о вот приливной зоне. А сапоги резиновые мы с собой не прихватили. И мы с вами прогуляемся дальше по берегу. Но дальше мы не сможем пройти по этой стороне дамбы. Нам пришлось перейти на внутреннюю сторону дамбы, так как дальше было загорожено. Там обычно пасутся овцы. А с внутренней стороны проложена велосипедная пешеходная дорожка, по которой мы с вами прогуляемся. Кроме того, тут стоят вот разные информационные плакаты, различные памятники, скульптуры. Мы с вами тут немножко прогуляемся и посмотрим. Вот такая у нас получилась небольшая субботняя прогулка по берегу Ватового моря.
Вот давайте с вами прогуляемся еще немного, а я больше не буду загружать вас информацией о месте, в котором мы живем. Кому интересно, можете посмотреть и другие видео с разных берегов Нефритового залива. И в Вильямсхафене, или в Тангасте, зимой или летом. Ссылку на плейлист я закреплю. Приятной вам прогулки! На этом наша прогулка заканчивается. Всем здоровья, мира и добра. И до новых встреч на моем канале. Пока-пока.